Что делать? Стой. Как тебя взять теперь? Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про котенка по имени Пончик. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Нор, ты можешь не ходить там, а сесть как-нибудь и сидеть, хорошо? Сядь. Все произошло в самый обычный день. Я пришел с работы домой и взял Норда на прогулку. Он всегда меня очень ждет и всегда очень рад, когда я прихожу. Я взял рюкзак, бутылку воды, и мы вышли на улицу. Было очень жарко в тот день. Я вышел и подумал, сделаем небольшой круг и вернемся домой. Я, как обычно, на прогулке шел за Нордом, пристегнутым на длинный поводок, и что-то читал в телефоне. В тот день волчонок повел меня самой длинной дорогой. Он повел меня на выход из города. Это примерно круг где-то на 2 часа пешком. Мы идем по пешеходной дорожке. Рядом кусты, за ними дорога. Это выезд из нашего городка. На этом участке всегда очень оживленное движение машин. И вдруг я вижу, как Норд начинает смотреть вдаль и замедлять шаг. Как будто он что-то рассматривает. Я смотрю вдаль, думаю, что он там увидел. Идем по дороге дальше, и вдруг я вижу, около кустов сидит маленький котенок. Котенок увидел нас и стал громко мяукать. Норд отходит в сторону от кустов и садится. Котенок стоит к нам полубоком, хвост распушил, весь взъерошенный, раздутый, как маленький шарик. Стоит и с ужасом смотрит на волчонка. Норд не особо отреагировал на котенка. Он просто сидит и смотрит на меня. А на мордахе так и написано: «Ну чего ты на меня смотришь? Иди, забирай». Мы отошли немного в сторону, чтобы котенок успокоился. Мне нужно было осмотреть все вокруг и подумать, как его забрать. Как только мы отошли, котенок стал жалобно мяукать. Я смотрю на это все и думаю, вот как его уловить? Котенок дикий, перчаток у меня с собой нет. Он наверняка побежит в кусты, а за ними дорога и очень оживленное движение. Волчонок Норд уже привык к маленьким котятам, и шипением его не удивишь. Но котенок очень сильно боялся этого большого и очень грозного зверя. В общем, я держу Норда максимально в стороне, подальше от котенка, и начинаю медленно подходить. Ну что делать? Стой. Как тебя взять теперь? Норд, ты не подходишь, ты стоишь на месте, понял? Ты стоишь на месте, а я в огороде, конечно. Иди молча. Иди, сам. Иди молча. Иди. Я открою. Вот кто у меня есть. Вот он. Злой. Держу, боюсь, чтобы не вырвался и не порвал меня, как тузик грелку. Все, иду обратно. Это все. Откуда вы беретесь на мою голову? Ну вот откуда? Все будет хорошо. Наверное. Опять с Нордом. И опять не дошли до... Пошли гулять. Называется. Нашли котенка. Идем домой. Несем домой. Ну, вроде целенький. Все будет хорошо. Успокоился. Уже можно не держать его за холку. Уже идет, смотрит по сторонам. Ну, на Норда так с опасением смотрит. Но, во всяком случае, уже не кусается. Все, вот такой вот. О, чудо, грязное какое-то, все, сиди спокойно, все, сиди. Все, мы больше не злые, мы больше не шипим, да? Как тебя назовем, как мы теперь тебя будем звать, тоже надо. Чудо. Тихо, не, сиди, не вздумай выходить, сидишь на месте. Сейчас будешь, если баловаться, сейчас тебя опять за шкирку возьму. Сиди спокойно, все. Не вырвайся. Все, идем домой. Все будет хорошо. Так смотрит на Норда с таким опасением, так свысока вниз смотрит, думает, что это за чудовище такое. Не бойся, он тебя не обидит.
Все, сиди. Сиди спокойно. Мне удалось его поймать за хвост, удалось взять его за холку, чтобы не кусаться и прижать к себе. Норд даже помог мне немного, отвлекая на себя внимание. Котенок больше смотрел за волчонком, а не за мной. Этот маленький дикареныш, конечно, покусал меня немного, но не сильно. Котенок очень худой и грязный, уши перепачканы в машинном масле. Он, скорее всего, прятался в моторе машины, а потом выпал по дороге во время движения. Так иногда бывает. Хорошо, что он не попал под машину. Интересно, что после того, как мы поймали котенка, Норд спокойно развернулся и пошел обратно в сторону дома. Было такое впечатление, что как будто волчонок с самого начала знал, что мы найдем котенка по дороге. В общем, я опять поймал чье-то будущее счастье. Идем домой, купаться, кушать и спать. Теперь все будет хорошо. Всю дорогу домой котенок сидел у меня на руках. Иногда он поднимал голову наверх, изучая меня, а иногда он опускал голову вниз, рассматривая Норда. Пришли домой, я внимательно рассмотрел малыша. Очень худой, сильно обезвоженный, на голове пятна машинного масла. Я даже не знаю, надо посмотреть, кстати. Пацан? Ну, рыжий, судя по всему, пацан. А вдруг нет? Всякие бывают. Думаешь? Девочка? Пацан! Пацан? Да. Все, глаз у него мутный чуть-чуть. Он с машины выпал 100%. На нем мазута машина. Да. Да, его и воняет он как с мотора. Ну, видишь, уши у него там. Все, давай купатик. Ой, жарко. Он точно прятался в моторе машины и выпал на дорогу во время движения. Котенку очень повезло, что он не попал под колеса машин. Это был котенок-мальчик. Я назвал его Пончик. Во время купания котенок Пончик вел себя очень спокойно. Вообще невозможно поверить, что еще совсем недавно он кидался, кусался и шипел. А сейчас он сидит как послушный ребенок и делает все, что ему говорят. Животные очень умные существа, он понял, что мы не сделаем ему ничего плохого. Мы искупали малыша и повыбирали из него всех паразитов. Голодный ребенок. Первая нормальная еда. Взял паштет, разбавил с водичкой. Дал немного. И через пару часов дам еще. Солнышко. Худой. Повыбирали блох. Уши в мазуте. Еще не это самое не очистили. Ну, потихоньку очистим. Все, первая еда. Чисто и первый раз кушать нормально. Все будет хорошо. Чудо маленькое. Чье-то счастье рыжее. Кто-то еще не знает. Мы приготовили для Пончика манеж с теплым домиком, конвертиком и мягким одеялом. Малыш с таким удивлением рассматривал свое новое жилище. Мне кажется, он не мог поверить, что это происходит с ним на самом деле. Малыш был чистый, сытый. Он уснул в теплом месте. Завтра будет новый день. Теперь все будет хорошо. На следующий день вечером мы с Нордом пошли на то же место, где нашли котенка Пончика. Я просто хотел проверить это место еще раз. Может быть, он был там не один. День номер 2. Идем с Нордом в то место, там, где нашли Пончика. Посмотрим. Я не думаю, что там кто-то еще есть, но так, надо проверить. Я не думаю, что я увижу еще там котят. Я почти уверен, что я не увижу там котят, потому что у Пончика все уши и голова была перепачкана мазутой, ну, маслом машинами, и от него пахло, как от мотора. Он выпал из автомобиля. Но я хочу посмотреть. Мы уже почти подходим к этому месту. Смотрю, но на всякий случай. Вдруг. А место выглядит вот так. Сейчас покажу. Там вот наверху то, что мост, это выезд на трассу. И он дорожка, это кусты. И вот в эти кусты он забегал. Прятался от меня. Ну, пытался убежать. Я боялся, что он перебежит на дорогу, а движение такое очень такое немедленное. Потому что уже выезд из города и дальше трасса, выезд на трассу, поэтому все несутся очень быстро. Так, вторая панель, вот здесь мы его нашли, вот это место. Где-то вот здесь, я уже точно не помню где, но где-то вот на этом месте. Ай, стой.
Сейчас включу на телефоне. Мяуканье котят. Подожди секунду. Я не думаю, что кто-то есть в кустах, но на всякий случай. Что я делаю? Я захожу в интернет и просто пишу мяуканье котят. Все, нахожу первое попавшееся видео и включаю. Вот так. И слушаю. Норд, это в телефоне. Это в телефоне. Ты мой спасатель. Ты мой спасатель такой. Это в телефоне, вот здесь. В телефоне. Норд оживился. Все, теперь можно со спокойным сердцем идти дальше. Ну, я так и думал, что он один, потому что вряд ли было их бы двое. Потому что, ну, явно он весь такой пропах машиной. Это вот как раз те ребята, которые прячутся в моторе, а потом выпадают по дороге. Ему повезло, что на него не наехала машина. Не та, в которой он ехал, не та, которая ехала за ним, потому что движение здесь очень плотное. Все, ну, идем дальше. Все будет хорошо с ним. Пойдем. Давай, пойдем. Все. За пончиком можно не переживать, все будет хорошо. Подкормим, подлечим чуть-чуть, и будет кому-то рыжее счастье. Все будет хорошо. Первая неделя в доме – это неделя карантина. Всегда новый звереныш в доме должен быть изолирован от ваших домашних животных. Первые несколько дней котенок Пончик все время сидел в мягком домике. Покушает, сходит в песок в туалет и бегом обратно в домик-конвертик. Так он ему понравился. Бедный ребенок не терпелся ужасов на улице. В таком домике игрушка у него, медведик. О, еда. Песок с постилкой, чтобы сильно не разлеталось. И вот он, Пончик. Здравствуйте. Как дела? Тут хорошо, не бойся. Пончик. Ты красавчик. Ты красавчик. И глазочек. Ты такой красавчик. Покажись. Начинает потихоньку отходить. Уже ему лучше. Отъедается. Когда мы нашли Пончика, у него были очень грязные уши внутри. Мы все очистили, но через несколько дней заметили небольшие выделения из ушка. Нужно показать котенка доктору. Проверить эти выделения на наличие ушного клеща. В домашних условиях невозможно определить, это клещ или начинающее воспаление. Нужно проверить выделение под микроскопом. Вот это когда? С позавчера. Не похоже, но Хорошо. знаешь что, в любом случае, я могу сейчас провести микроскопию, посмотреть на наличие. Но в любом случае капли нужны. Можно использовать вот эти мурковод, универсальные капли, которые содержат ивермектин, ну, который обычно назначают, как правило, при... Но он не похоже на ушного клеща, не та... Я в любом случае сейчас сделаю микроскопию. Все, идем. Сейчас проведу. Тихо. Такой он ласковый, но иногда бывает как начнет. Роберт, здравствуйте. Дайте нам, пожалуйста, номер телефона Олега Новикова. Срочно. Ни в коем случае. Я думаю, господи, если бы вы знали, какой ценой все это Олегу достается. Пончик. Что? Сиди спокойно. Не бойся. Не бойся. Сейчас тебя уколят, сейчас ты поругаешься чуть-чуть и поедем домой. У котенка Пончика нашли ушной клещ. Доктор сделал укол и назначил лечение. Ничего страшного, все можно вылечить. В ближайшие 2 недели малыш будет изолирован от всех в своем новом манежике и должен пройти курс лечения. Нет, умничка. Такого не бывает. Ну дрожи все такие. Серьезно. Так, подожди, мне надо взяться, сейчас кусает меня. Тебя заодно. Да, нет, да. Никогда не готов к уколу. Открывай, морда. Забери. Умничка. Все. Так, все, капельки, холодильник, перед применением сболтать.
Погреть руку. Сюда. Поймал тебя. Поймаю тебя. Поймаю тебя. Не кусайся, нельзя кусаться. Это пончик. Мы закончили лечение. Прошло почти 2 месяца с того дня, как мы нашли с Нордом котенка Пончика. И теперь можно было начинать искать ему новую семью и теплый дом. Мы, как всегда, сделали несколько хороших фото, составили объявление и опубликовали в интернете. Новый дом своим зверятам мы обычно ищем через интернет. Публикуем сообщения о пристройстве в местных группах в социальных сетях. Мы нашли новый дом для Пончика. Сегодня мы везем котенка Пончика в новый дом и по традиции на пусе. Пончик, иди сюда. Ну, это, кстати, ты его опять нашел. Не опять, а снова. О. Пончики. Вот такой он хороший, Пончик. Так, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Понял? Слушаться маму, чтоб слушался маму все время. Тихо, не убегай, не убегай, не убегай, не убегай. Куда? Стой. Вот какой красавчик. Это Пончик. Так все интересно. Что там? Все, едем в новый дом. Давай. Котенок Пончик уехал в новый дом. Ему очень повезло, у него замечательная хозяйка. У них в доме живет еще один кот, которого зовут Локи. Теперь у Локи появился новый рыжий друг. Локи, конечно, первое время был в шоке от Пончика, но потом прошло время, и теперь они неразлучные друзья. В новой семье котенка Пончика назвали Зевс. Зевсуля. Локи в шоке. Зевсуля. Ну, они как-то даже поцеловались чуть-чуть. Так. Situation. Лок. Лок, ну ты чё такая сикуха-то? Ой. Спокойно, зайки. Лакуля. Мой мальчик. Умница какая сина. Зевс, мне кажется, что вы собака. Зевс. Он от него не отстает, он специально. Ой, врезался. Сейчас будет получать и будет орать. Ой, блин, это кошмар какой-то. Это просто кошмар. Зевсунь, ты вообще балдеешь. Я желаю всем бездомышам, чтобы у них была такая мама-хозяйка, как у Локи и Пончика. Отдыхаем. Немножечко устали. Зев, давай спи. Спи, мой мальчик. Спи, моя красота. Спи, мой свин. Они живут в любви и заботе, у них есть все, что нужно. Поэтому за Пончика теперь можно не переживать. Немного вернемся в самый первый день. Мы нашли котенка Пончика на прогулочной дорожке. Это довольно-таки оживленное место в вечерние часы. Многие выходят вечером на прогулку по этой дорожке. Красивые места, светлая дорога для пешеходов и для велосипедистов. По этой дороге можно дойти до самого моря. Котенок Пончик сидел около кустов на пешеходной дорожке. Он был грязный, голодный и звал на помощь. Мне очень сложно представить, что из всех, кто там проходил, только мы одни его заметили. Такого просто не может быть. Люди так заняты своими глобальными делами, что перестали замечать все, что происходит вокруг. И никому нет никакого дела до маленького кусочка природы, который плачет в кустах. Но ведь всегда можно постараться сделать хоть что-то, чтобы помочь. Бездомышам очень сложно выживать в современном мире. У маленького больного котенка, который сидит на обочине дороги, нет никаких шансов без нашей помощи. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока.
Thank